Итак, всем доброй ночи. Давно у нас с вами не было прямого эфира. Сегодня проведу небольшой прямой эфир на очень важную тему, которую уже с которым уже достали ко мне обращаться. Вообще терпеть не могу слова такие, жаргонные слова, знаете, ответка и прочее, прочее, потому что я считаю, что подобные слова обижают силу. Надо к силе относиться серьезно. Но поскольку в простонародье так и называется эта ответка, и издревле так называлась, то, наверное, для того, чтобы было яснее, понятнее, о чем будем разговаривать, я это слово все-таки применю. Итак, для начала хочу сказать, уважаемые люди, которые пишут в комментариях, понятно, она нам не отвечает в комментариях, в форуме не отвечает. До нас не зайти, мы слишком там ерунда, чтобы она нам отвечала и так далее. Я хочу этим людям просто сказать, вы пробовали в день отвечать на вопросы? На несколько сотен, то есть открывая, во-первых, СМС, вам в день писали по 6-7 тысяч человек. И кроме того, вам еще нужно зайти на форум просмотреть, чтобы там гадости не писали, не оскорбили людей. Вам нужно вести канал, вам нужно снять ролики. Доброй ночи. Вам нужно снять лекции, вам нужно провести консультацию людям, вам нужно работать, потому что эти все благодарности, эти все результаты с воздуха не падают. Это результат моей работы. Вам нужно принимать сотни больных людей, у которых неотложная ситуация, и вот я их фотографии беру, работаю. Вам нужно работать с новыми книгами, вам нужно еще заниматься заказом тех книг, которые уже есть, то есть переизданием, да. Вам нужно следить за сайтом, вам нужно оплачивать обслуживание сайта. У вас еще, вы живой человек, могут быть свои трудности, свои дела, которые надо делать. Вам нужно заниматься работами, вам нужно записывать, вам нужно алтари подготовить, чтобы снимать достойную работу. И при всем этом, значит, я должна зайти в форум и каждому человеку написать ответ. Такое пишут бездельники, люди, которые абсолютно ни хера не делают в своей жизни. И понятия не имеют, какая огромная нагрузка на твоих плечах. Дело не в том, что я не хочу снизойти до людей и отвечать им. Дело в том, что я людям столько объяснила и дала все, что возможно, что мне кажется, что объяснять по новой и по 100 раз на примитивные вопросы отвечать уже нету ни сил, ни желания, ни терпения. Я вам недавно буквально, да, подарила, вот вчера, сильнейший ритуал еврейский, чистка. И даже в конце, для того, чтобы вы не загружали, просто взяла и на экране показала вам текст. Я сказала, дорогие люди, чтобы, если кому срочно надо, потому что там были такие ингредиенты, которые можно сразу найти. Если вам срочно надо, вот я вам на экране показываю. Так мне все равно пишут. А вот там сколько раз читать, а как надо читать, а вот а почему вы не пишете внизу? Полчаса прошло, уже пишут. Яночка, напишите текст. У вас ни стыда, ни совести, ни такта, ни корректности, ни воспитания, ничего, ни черта, ни хрена нету. Вы пещерный народ просто. Вы знаете, вот когда людям на улице показывают что-нибудь такое, они поперли вот всей толпой, значит, растоптали человека и побежали дальше. Просто своими копытами растоптали людей, которые вышли им что-то показать и дать, и побежали. Вот вы создаете такое впечатление. Я захожу, человек уже насрала просто весь мой форум, обосрала просто, засрала, там пишет, каждые 5 минут. А почему вот... значит, я написала, значит, языческий денежный обряд, да, у нас в сообществе. Все нормальные люди понимают, что в сообществе не загружаются видеоролики, в сообществе загружаются фотографии. И
И если у вас есть мозги, вы нажимаете, смотрите, на где видеоролики, похожее название, все, вот здесь уже ритуал загружен. А почему нету ритуала? А где текст? А почему нет? А что вы не отвечаете? А, понятно, не зайдете. Ну, я не быдло, конечно, можете мне ответить. Я сказала, вы не быдло, вы просто дура всего лишь, и больше никто. Понимаете? У вас должно быть воспитание, такт. А как делать? А что там откуп? Переслушайте, минут 20 этот ролик идет. Я ясным, четким языком все объясняю. Мне кажется, уже других вопросов не должно возникать. Вы переслушайте еще раз. Если вы чего-то не поняли, включите, снова послушайте. Может, вы что-то пропустили. А зачем слушать? Люди мне пишут, а где там ритуал? Я говорю, а вы не пробовали под роликом смотреть? А вы можете скинуть, я не могу найти. И как вас нахер не послать таких людей, скажите? Ты столько даришь для того, чтобы от тебя отвязались, каждый день не плакали, не писали, вот что делать, как делать, помогите, спасите. Ты даришь, ты говоришь, я один раз снимаю, и в день по 20-30 человек берут и делают эту работу, и получают результат. Так мне отдельно пишут, за каждую букву я должна им объяснять по новой и снова. Ни стыда, ни совести, ничего, еще и претензий. А понятно, но вы там презираете людей. Я не презираю людей, у меня нет времени каждому человеку сидеть и отвечать. Вам показать, сколько тысяч у меня писем сегодня пришло? Чем больше я даю людям, чем больше я дарю, тем больше я вообще о врагах и о гадости, которые пытаются, вот о говне, который льют на мое имя, я вообще молчу. С ними тоже надо бороться определенными методами. Вы представляете, до какой... Вы бы в жизни своей никогда, в жизни своей не смогли бы такую нагрузку тащить. Еще остаться человеком. Да что за животный мир, ёкаламане? Это что за скотобаза получается? Ну, будьте людьми. Будьте людьми. Вы не поняли чего-то? Прослушайте. Вам сказано, в течение нескольких дней ритуал печатается и ставится. Дайте время, человек напечатает. Можно подумать, у вас все уже собрано, все уже готово, только текста нет. Нету, блядь, берите, сами записывайте. Избаловались просто, вот разошлись до невозможности. Идите к этим аферистам и предлагайте, знаете, то есть у них требуйте. Сколько можно, в конце концов? У вас вообще есть стыд? Это что за быдло стало у нас в бывший Советский Союз, весь этот СНГ? Блин, что за быдло стало, в конце концов? Как в Холливуд, ёкаламане, как из пещер вылезли. Что вы за люди, в конце концов? Я вам дарю один раз ритуал для того, чтобы вот огромное количество людей сразу могли воспользоваться. Вам текст дарят, вам разжевали, суют уже в рот, блядь. Надо проглотить, вы этого тоже не хотите. Вам надо еще трамбовать туда чем-нибудь. У вас стыд вообще существует, нет? Еще сидят претензии. Не каждому не отвечаешь на форуме. Я вообще не обязан никому отвечать. Вы понимаете, что все люди, которые себя показывают, как бы позиционируют как ведьмы, колдуны, не знаю что, они прямой связи с людьми не имеют, поэтому они не нервничают столько, поэтому они не тратят столько сил. Никому из них вы не достучитесь никогда. Их секретари берут телефон и все, и вы их ни в жизни не сможете потревожить. Вот они взяли, сухо сказали тебе цену, вот столько, 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 там, приходите. Потом, когда у меня прямая связь с людьми, я хочу, чтобы люди не переживали, не боялись, не думали, что вот оплачено, и вот не с кем говорить, некому сказать, не у кого спросить. У меня прямая связь из уважения к вам. Из уважения к вам у меня есть номер телефона, чтобы вы могли выяснить, если вы кому-то там оплачиваете, например, под моим именем, могли хотя бы спросить, это вы или нет, не оплатили, да? Когда я начинаю работать с человеком, мы каждый несколько раз в неделю с ней связь держим, объясняю, что надо делать, как надо делать, чтобы человек знал и был спокоен, что всегда в любую минуту мне напишет или через Яну напишет, я зайду, отвечу, что, как, чего. Это уважение к вам. Неужели вы это не цените? Взять и убрать свой номер телефона полностью, чтобы вы вообще даже не достучались, не слышали меня. Конечно, у меня будут нервы спокойнее, но я так не могу работать. Я беру на себя ответственность за людей. И я с ними держу прямую связь.
Максим, если вы продолжите эту хрень, я вас сейчас выкину, вы мне надоели в этом фоне. Что вы пишете, что вы несете вообще? Кто вас просил всем подряд отвечать? Люди, вы не цените настоящие, достойные, я вам говорю. Вы хотите, чтобы вас как гусей разводили. Так идите, пусть разводят. Покажите мне кого-нибудь, кто вам столько подарил сильных, ценнейших работ. Я не просто там во имя Отца и Сына где-то прочитала какую-то молитву, Отче наш вам даю и говорю, вон там, вот берите, делайте, будет вам счастье. Я мучаюсь для того, чтобы людям помочь, чтобы объяснить им, чтобы дать им возможность жить хорошо. Вы задрали уже. Сидите у этих аферистов и хвалите, расхваливаете. Вот я грубая, я нехорошая. Ну попробуйте с моё работать, с этим быдлом. Вы не просто грубые, вообще нахер будете посылать каждого второго. Надоело, сколько можно вам объяснять. Задолбали вы. Опять пишут, а я могу сделать за того. Недавно буквально, блядь, недавно сняла буквально и сказала, что вы не можете ни за кого делать. Ваша энергия не привыкла порчи снимать. Не лезьте туда. Вы все испортите, вы вызовете те силы, которые не надо вызывать. Вы понимаете, дело не в том, чтобы... Вы что думаете, каждый второй, кто начитает, кто сделает, у них получится? Ничего подобного. Инструменты врача можно купить, но ты врачом не станешь. Сколько есть аферистов в белых халатах, которые берут деньги, ни хера не делают, ничего не делают, ни за что не отвечают. Вы думаете, аферисты только в магии бывают? Аферисты во всех сферах есть. То же самое здесь. Обалдеть. А объясняешь, говоришь, блядь, магия, колдовство, чем отличаются, почему так, почему сяк. Все темы разжевала. Все темы разжевала, все объяснила, все сказала. Все до мельчайших подробностей людям объяснила. Все люди, откройте, посмотрите, просто прослушайте. Там все сказано. Никаких вопросов не возникнет. Как продать дом? Что делать? Сказано, блин. Сказала миллион раз. Есть лекция, как помочь себе. И там я просто по полкам раскладываю, какие ритуалы вначале провести, потом какие провести, чтобы у тебя получилось, как ты хочешь, чтобы у тебя действительно вот правильно ты сделал, правильное направление, и все, и вырвался из этого состояния. Ну, блядь, сколько можно? Здрасте, вот я очень хочу провести ритуал для практиков. Можно? Вы что думаете, что я такая жадная? Понимаете, всего лишь надо там, где для практиков поменять, написать для всех, и будет одно и то же. Вы не понимаете, что для практиков это вызов определенных сил, которые вас сожрут. Для этих сил ваша энергия должна созреть. Понимаете, вы должны иметь разрешение, ваш род должен быть избран для того, чтобы практиковать, заниматься магией. Не магией, а даже колдовством. Магией вы занимаетесь. Я вас учу магии, колдовством. Только потом вы имеете право призывать эти силы, просить эти силы. Это не потому, что я такая жадная, и вот я хочу, чтобы вот это практики только делали, а это только... А потому что так надо, так положено. Одно дело, когда ты аспирин дома пьешь, сбиваешь температуру. Другое дело, когда тебе операцию делать, понимаешь? Ты же не можешь работу врача на себя взять. А объясняешь они, а что не отвечают? Да не отвечает, потому что я устала на этот ебантизм смотреть, читать и отвечать. Что там отвечать-то? Говорю, с этими мужиками ко мне не обращаться. А вот можно вот это вот мужчину, вот я знаю, что вам это не нравится. Да если знаешь, зачем ты пишешь? Ну просто вот я не могу без него жить. Да пошел он нахер, как, что значит не могу без него жить? Что это вообще означает? Как вы можете жить с мужчиной, который с другой женщиной спит как с женой? Я понимаю, ладно, там с проститутками перепихнулся, поехал куда-то, напились, там на рыбалку. Это, блин, как у меня подруга говорила, охота за пиздами, извините за выражение. Вот они на охоту поехали. Это я понимаю, ладно, хрен с ним. Мужики, они вот тянет их на это все. Но когда мужчина спит, живет, любит женщину, и ты говоришь, я страдаю, я хочу вернуть. Да если мужчина с другой женщиной спит как с женой, он для меня помер. Нет его, не существует. Все, закончилось. Я даже 5 секунд на него не потрачу. Все, он для меня сдох.
Понятное дело, что это больно. Кто сказал, что это легче вот просто вот взять и забыть? Ясное дело, это больно. Но для чего вам дано самоуважение? Я не могу понять. Это понятие самоуважения вам знакомо вообще? Я иду к ней ночевать, я туда иду. Вот она моя соперница. Да ты баран, поэтому с тобой так и обращаются. Что значит соперница? Что? Я не могу такое понимать и принимать не хочу. И не хочу на это тратить время. Оставьте меня в покое. А оставьте меня в покое. Я вам дала 1000 ритуалов, зазывы делать, что хотите. Идите, делайте и возвращайте своих козлов. Человек, который тебя сегодня предал, он завтра предаст. Неужели тебе не обидно? Я болела, у меня операция, он пошел с другой жить. Тебе не обидно вообще? Как ты вообще ляжешь с ним в постель, обнимешь его, представляя, что он с другой спал, еще и обсуждал тебя, еще и высмеивал тебя? Да что это вообще, а? Нет для меня мужчины, который будет с другой женщиной жить как с женой, который будет другой признаваться в любви, который будет с другой просто общаться, как близко и отношения поддерживать. Для меня такого мужчины не существует, и поэтому я не хочу вас понимать и не могу, не считай нужным. Почему вы так со мной обращаетесь? Я вот пришла за сочувствием. Сочувствия не будет. Здесь работа, здесь четкая, ясная работа. Если я каждую проблему приму близко к сердцу, я сдохну. Для меня это работа. Врач, когда идет делать операцию, он не сочувствует пациенту. Он видит болезнь, идет бороться с этой болезнью и лечить человека. Врачи говорят, перед операцией мы стараемся не общаться с пациентами близко. Мы не хотим с ними духовную связь создавать. Это нам будет мешать в работе. Это моя работа, вы не понимаете? Сочувствие. Какое сочувствие? За что сочувствие? Ты инвалид, у тебя ноги нет. Сочувствуйте мне, блядь. Мне сочувствует, что я зимой не могу ходить вообще. Потому что у меня все это начинает холодеть. Я больше 15 минут не могу на улице находиться. Я постоянно ищу место, чтобы поправить, капнуть. Оно начинает болеть, оно начинает... Просто голова гудит, и я все равно иду, встречаюсь с человеком, разговариваю по своим делам. Сочувствуйте мне. А вам что сочувствовать? У вас ноги на месте, глаза на месте, красота есть, грудь на месте, извините меня, ну все как надо. Чего тебе сочувствовать? Воешь, блин, по какому-то козлу конченному. Сочувствуйте ей. Вот и когда потеряешь дом, родных, близких, когда под бомбами твои дети помрут, вот тогда я тебе посочувствую, потому что, да, жалко тебя. А пока у тебя все на месте, все хорошо, родители живы, дети живы, дом есть, кушать есть, одеваешься, ходишь, что тебе сочувствовать? Вас надо окунуть в самые страшные вот эти вот ужасающие моменты жизни, чтобы вы поняли, что такое ад. Достали. Я сочувствую собаке на улице, которой негде жить. Я ей очень сочувствую, потому что то, что с ней случилось, от нее не зависит. А если человек идет, берет кредит по 2 миллиона, идет себе кайфует, разгульный образ жизни, машины покупает, разбивает, а потом не может отдать коллекторе, за ним гонится, и он говорит, сочувствуйте мне. Вот этому я сочувствовать не могу, потому что все, что у него происходит, это результат его тупой деятельности мозга. Запомните, бедность, нищета, неудача человека в основном это результат его неправильной жизни. Если ты пьешь, гуляешь, валяешься, ходишь по ночным клубам, барам, то знай, что в один из дней тебя или изнасилуют, или ограбят, или морду набьют. И это только из-за того, что ты так живешь. Вон убили же в прошлом году, вот здесь же человека убили возле моста, вот нашего, там пьяная компания гастарбайтеров. Напились, как животные. Беременная женщина с ними была 12 ночи. Она, в общем, пила с ними, потом отказалась с ними пойти, они начали ее бить. Этот парень подошел, чтобы ей помочь. И этого парня потом убили, утопили. Вопрос. Беременная женщина 12 ночей что делала с пьяными таджиками там, возле озера? Можете мне сказать? 12 ночей. Она не стоила того, чтобы этот парень ради нее умер. Он поступил как мужик, но она была шлюха. Нечего ради шлюхи свою жизнь отдавать. Надо было чуть-чуть отойти, позвонить в милицию, пусть придут, разбираются. Нечего.
сочувствуйте. Вот когда вы говорите, кто виноват? Ее беременную били, бедную несчастную. А беременная, блядь, твою мать, 12 ночи, что ты делаешь на улице с пьяными мужиками? Вопрос задаю. Вот из этой твари вот этот человек погиб, молодой парень. И началось межнациональная вот эта рознь и все такое, и так далее, и так далее. Из-за чего? Из-за одной шалавы. Все, давайте дальше пойдем. Значит, итог. Если я не отвечаю на ваши форуме там комментарии, не потому что я такая сякая, я вас ненавижу и терпеть. Иногда мне такие тупости пишут. Инга, зачем, за что вы меня так ненавидите, не хотите помочь мне вернуть мужа? Я говорю, блядь, ненависть – это сильное чувство, как и любовь. Кто ты такая, чтобы я тебя ненавидела или любила? Я не могу понять. Причем здесь ненависть? Я тебе говорю, мне это неинтересно. Я не хочу. Не хочу этим заниматься. Мне лучше взять и помочь ребенку и видеть результат, что он жив-здоров, чем твоего мудака возвращать, который завтра опять пойдет, и опять ты будешь бежать за мной и плакать. За что ты меня так ненавидишь? Охренеть. Все. Вернулись к теме. Мне приходится мозги ставить на место время от времени, потому что, ну, уже чем больше людей тебя узнают, тем больше безмозглого вот этого вот быдла прутся, блядь, как эти буйволы на маслобойну. Летят, сука. Садитесь, смотрите. Смотрите видео. Да, я такая, я грубая, я такая, хамло, блин, хабалка, хамка, все. Лучше я буду такой, чем я буду бараном, на котором все будут ездить. Смотреть людям лень. Я говорю, посмотрели, в ролике все сказано. А вы не можете ответить, а мне просто нет времени смотреть. Сука, для тебя тебе нет времени смотреть ролик. Я должна сидеть тебе ответить. Сколько можно, ну? Уф. Так, пойдемте вперед. Значит, все время пишут. Вот ответка, а будет ли ответка? Надоели уже. Знаете, все же у нас, да, все же у нас профессора, все у нас знают все, понимаете, все во всем разбираются, и поэтому вот давайте я профессорам этим объясню. Значит, первый вопрос. Будет ли ответка за то, что я прошу там удачи, чем я за это платить буду? Отвечайте, то есть открывайте ролик. Я не могу постоянно перезагружать, чтобы перед вашими глазами было. Мне это надоело. Открывайте ролик, называется «Плата за удачу. Добро и зло». Значит, силы, боги, сущности Вселенной, они питаются той энергией, которая создается вокруг нас всех. А именно энергией удачи. Энергия, вот эта вот энергия счастья, она очень сильная. И когда вы обращаетесь к силам, когда вы обращаетесь к богам, они дают тебе удачу. Слышали когда-нибудь? Бедные беднеют, богатые богатеют. Да? Или деньги к деньгам идут. Или беда одна не приходит. Дальше что? Есть армянская поговорка: гром бьет туда, куда уже бил не раз. То есть о чем это говорит? Что кто-то источает положительную энергию, кто-то отрицательную. Какую энергию вы источаете, ту энергию от Вселенной идет обратно. Есть люди, которые всех ненавидят, всем завидуют, всем желают зла. Вот все вот соседи поженили, да чтобы они сдохли, ненавижу, да вон машину купили, чтобы перевернулись и так далее. Никто не переворачивается, никто не подыхает. Но вот тот человек, который сидит, всем это желает, очень несчастлив. Скорее всего, это женщины, которые хоронили мужа, сына. Другой сын алкаш идет дома, бьет, понимаешь, значит, издевается, дочка шалава какая-то и так далее. Но они сидят, всех ненавидят и не могут понять, почему у них такие бедствия. А бедствие происходит из-за того, что когда человек отдает отрицательную энергию в мир,
ненависть, вот да чтобы. Это не сравнивайте со злостью или там, скажем так, с жесткостью человека. Нет. Это когда человек все время отдает вот ненавистную, такую злую энергию в мир. И эта энергия снова идет к ним. Это не закон бумеранга или чего-то другое. Объясняю. Смотрите. Темная сила, а иной силы не существует, она питается энергией счастья, энергией радости, удачи. Злая сила питается энергией мучений, энергией, значит, вот этой внутренней трясучки, ненависти. То есть создается тоже концентрация такой отрицательной энергии. Ведь мир состоит из отрицательной и положительной энергии, правильно? Из минуса и плюса. Ток тоже так состоит. Так вот, что происходит на самом деле? Происходит следующее. Вы просите у сил помощи, силы вам эту помощь оказывают. Вот, вы попросили, например, работу, хорошую работу там и так далее. Сделали ритуал, да, предположим, или попросили, или своими словами. Вот вы эту работу получили. И вы идете радостные все. Вот сколько раз вы смотрели, вот я ролики загружала с голосовыми людей, где люди благодарили. У них чувствуется эта энергия радости, счастья. Значит, вот человек нашел, человек нашел работу. И радуется. Вот он счастлив, он на подъеме, у него такая энергия прет. Вот это вот он наконец-то нашел ту работу, которую хотел. Он всю жизнь там, может быть, много лет к этому шел, старался, и тут попросил у богов или сделал ритуал. У него счастье прет просто. Теперь смотри, что происходит. Я всегда говорила, пессимистом быть невыгодно. Достаточно в одном деле сломаться, в одном деле переживать, и уже эти переживания больше становятся. Значит, вот он счастлив. Теперь он пришел на работу, он на этом взводе, он отдал энергию, положительную энергию богам, силам. Силы этой энергии подпитались. Но силам нужна все время эта энергия, чтобы существовать. Мы как, откройте этот ролик, я там объясняю, как. Мы как вот, собственно говоря, как аккумуляторы. От нас исходит энергия и питает богов. Человек отдал богам эту энергию счастья. Боги захотят еще этой энергии получить. Значит, они еще дадут ему хорошее. Он пойдет на эту работу, и вдруг ему скажут, вы знаете, вот как, пока вы как бы документы делали, как раз человек, который здесь был начальником какого-то отделения, перешел на другое отделение, получил другую работу, перешел. И вот это место пустое. Мы бы хотели предложить вашу кандидатуру. Вы не против? Он вообще этого не ожидал. Он-то пришел туда как бы работать, пока еще рядовым, да, и ему и то было хорошо. А здесь ему говорят, вы возглавите вот этот отдел? Конечно, он сразу же, он еще счастливее, он просто готов плясать, он садится, не верит самому счастью, благодарит судьбу, мир, может, ту ведьму, которая дала этот ритуал. Ой, спасибо, как хорошо, боже мой, как я счастлива, наконец-то я буду жить. Он опять отдает энергию, еще сильнее энергии счастья отдает богам. Боги эту энергию счастья берут как откуп. Они этим питаются. Но они хотят все время у этого человека брать энергию счастья. Вот ровно так же, как и берут у всех людей эту энергию счастья и подпитываются. Да? Теперь, вот он пришел, поступил. Я просто вам объясняю очень доступно, чтобы вы поняли, о чем речь. Вот он пришел, сел на эту должность и работает. И у него на этой должности все получается. Еще лучше, еще лучше. Вот месяца через 2 ему говорят, вы знаете, вот генеральный директор сказал, чтобы мы вам дали больше премию и вас повысили. И вот мы хотели бы, чтобы вы возглавили целый филиал. Она вообще не ожидает. Такие моменты бывают у многих, которые начинают делать ритуалы. Вы говорите, чем мы платить будем? Вы платите энергией счастья. Чем больше вы счастливы, чем больше вы получаете хорошего, тем больше вам боги дают хорошего. Потому что вы благодарите, вы радуетесь, вы отдаете энергию счастья. И вот таким образом
Вы говорите, а ответ мне за это не будет, а что я за это буду отдавать? Я вам говорю, вы отдадите энергию счастья. И чем больше вы будете счастливы, тем больше боги будут вам давать это счастье. Вот вы платите этим счастьем. Понимаете? Неважно, как пришло это к вам. Через ритуал удачи или через ритуал после чистки вам пришло вот эти перемены в жизни. Вы счастливы, вы этим питаете богов. Открываете, значит, плата за удачу и смотрите. Там очень доступно, все рассказано. Я вам просто говорю один эпизод. Теперь, будет ли мне за это что-либо? Будет еще больше. Чем больше вы делаете, тем больше счастья вам приходит. Смотрите, боги дают талант человеку. Человек художник. Хотя это больше более с темных сфер идет, но это не важно. Человек, который был удачлив, он всегда вызывал подозрения. Всегда говорили, он там заключил договор с сатаной, он там к каким-то черным силам обращается, магией занимается. Почему? Потому что люди привыкли, что только темные силы дают удачу и деньги. Понимаете? И это отчасти правда. Так вот, боги дают человеку талант художника. Или темная сила дает. Вы идете, вы смотрите на эту картину, невероятную картину. И вы отдаете огромную энергию. Понимаете? Вы отдаете огромную энергию удовольствия вот этого внутреннего, эстетического удовольствия. Вы смотрите, не можете поверить. Неужели человек может так изобразить, так создать, натурально? Пожалуйста, Айвазовский, картина Айвазовского, море, натуральное море, игра красок, это же невероятное созданное произведение, согласны? И вы отдаете вот эту энергию, вот эта вот энергия, всплеск, как вам сказать, удивления, восхищения. Вот эта энергия восхищения вместе перемешка с энергией счастья питает эти силы. То есть я вам объяснила, что за то, что вы просите у сил, вы отдаете энергию счастья. Они вам дают помощь, они помогают, чтобы у вас получилось то, что вы попросили, а вы платите энергией счастья. То есть чем счастливее человек, чем радостнее, чем больше благодарит и больше делает, тем больше и больше он будет получать. Дальше. Мир состоит из энергии, мир состоит из звуков, мир состоит из невидимых, сил. Мир состоит из волн. Мы говорим, он на своей волне. Вот мы не видим, телефонные там, мы звоним куда-нибудь, да, вот я с вами разговариваю, вы со всего мира здесь сидите, смотрите, слушаете меня. Но мы же не видим, по каким линиям идет эта связь. Нет, она невидима, но она же ловит эти волны, согласны? Точно так же существуют волны удачи, неудачи. Мы говорим, он на своей волне. Вот он на своей волне сидит. Так вот, смотрите. Вот идут такие волны. Внизу низкие вот волны, ближе приземленные к земле, это волны неудач. Это очень быстро улавливается. Опять еще один тряпка сюда пришел. Ушла жена. Только сказали с мудаками, да, до свидания, пожалуйста, пришел. Жена ушла, что делать? Будь мужиком, если ты мужчина. Она пошла, извините меня, приняла чужой член между ног, а ты сидишь, страдаешь. Что мне делать? Жена ушла. Б. Иди в стадо. Так вот. Волны. Мир состоит из волн. Самые нижние волны – это волны неудач. Не зря же когда-то физиков жгли как колдунов, потому что не могли объяснить. Потом идут волны средней удачи, потом идут волны высшей удачи и так далее.
Добрый-добрый. Вот смотрите, когда вы убираете из жизни с помощью практики, если вы не можете это сделать, или сами, вы начинаете постепенно подниматься по волнам. Да, если жена тебе изменила, радуйся, что она изменила тебе, а не родине. Вы начинаете подниматься по волнам. Вот сначала средняя удача начинает приходить в вашу жизнь. То есть чуть-чуть уже удачные моменты какие-то. Ну, в общем, мир поворачивается в вашу сторону, начинает что-то там меняться, да, в отношениях людей к тебе и так далее. Если вы дальше будете мне мешать, я вас сейчас выкину в черный список и продолжу. Это касается девушки по имени Тина. Теперь, сначала средняя удача идет, потом вы еще больше усиливаете, то есть вы начинаете свою энергию приучать к удаче. Это нелегко. Это нужно уметь принять. Люди боятся принимать деньги, люди боятся принимать богатство и достаток. Мы все говорим, мы хотим быть богаты, но богатство – это ответственность. Если ты что-то имеешь, за это что-то ты должна платить и налог. Это что-то должно где-то храниться. Вот ты купил машину, за эту машину ты будешь платить за парковку, за эту машину ты платишь налог, эту машину нужно все время детали менять, за этой машиной нужно ухаживать, значит, эту машину нужно мыть, чистить, там, протирать, то есть за мойку платить, да. Эту машину нужно заправлять бензином. Если тебе что-то дают, то это ответственность. Все люди хотят жить богато и хорошо, в достатке, но они не представляют, сколько нужно пройти трудностей, чтобы эту денежную вот силу, эту систему у себя удерживать. Вы все хотите хорошо жить, но вы готовы бегать по инстанциям, бухгалтера нанять, начать платить налоги. Это все где-то хранить нужно, это все нужно, значит, продавать, за это нужно нести ответственность. Нет. Но хотят жить хорошо все. Все хотят сразу быть миллионеры. Вот чтобы палкой взмахнули, и они там все стали Рокфеллеры. Но не каждый готов по ступенькам подниматься. Так вот, по ступенькам надо подниматься. Сначала нужно приучить свою энергию к силе, денег получить чуть-чуть, потом больше, больше, и потом вот на волне, высшей денежной волне, то есть на волне удачи, все. То есть до этой волны ты добрался, ты уже изменил свою жизнь, у тебя начались перемены, ты начала ездить, отдыхать, тебе начали предлагать скидки, у тебя начали там, значит, полно предложений о работе, и все, вот все, ты уже на этой волне находишься. Ты отдаешь силам энергию счастья, они тебе отдают новые, значит, возможности. Вот плата за счастье, то есть плата за удачу в этом. Когда вы говорите, а ответка будет? Какая ответка? О чем? Что за тупизна? Ответка. Я иду, прошу у, скажем так, хозяев Вселенной, то есть богов и сил, которые создали Вселенную и ведут эту Вселенную, я прошу помощи. Они эту помощь мне оказывают. О какой ответке идет речь? Дальше. Следующий момент. Значит, что касается теперь, что мы будем отдавать, что с нас будут брать, если мы себя очищаем. Значит, первое. Да, и часто вопросы. Вот откуп, если кто-нибудь возьмет, ничего не будет. Конечно, ничего не будет. Ты же не перекидываешь свои неудачи и несчастья на эти деньги. Ты откупаешься, оставляешь откуп. Кто их возьмет, что их возьмет, тебя не волнует. Там нет ни порчи, ни проклятия, ничего. Ты отдаешь миру откуп. Кто возьмет, тот и возьмет, собственно говоря. Это не имеет никакого значения. Следующий момент. Скажите, пожалуйста, значит, в Одноклассниках меня нету, Паша Волков. Все, не надоедай мне здесь. Дальше. Вот мы перекидываем порчу на что-либо, оставляем где-либо на перекрестке. А вдруг возьмет ребенок или кто-то еще. Значит, я вас уверяю, никогда ни один ребенок
ни один невинный человек этот откуп, на который скинули порчу, не возьмет. Когда есть некоторые, которые себя называют ведьмами и говорят, что вот, некоторые говорят, перекиды там на вещи, а вдруг невинный человек возьмет, этим людям надо идти сразу и кинуться с моста, потому что они ничего общего с магией не имеют. Если бы они хоть немного, мало-мальски знали магию, они бы знали ту истину, что силы разумные, они никогда невиновного туда не приведут, и невиновный никогда не возьмет никакой откуп. Берут виновные люди. Теперь я расскажу о своем откупе. Я оставила на перекрестке водку, деньги, такую горстку монет, кинула и ушла. Оглядываться нельзя, я не оглянулась, естественно. У нас тут внизу жили алкаши. Там семейка целая, каждый день орали друг на друга. И как-то, значит, я спускаюсь в лифте, и они там радостно говорят, мол, бля, я сегодня это самое, да, Серега, то есть он по телефону, значит, бля, тут связи нету, да, сейчас придешь, расскажем. Заходит Серега через 2 этажа. Да ты чё? Ну, блин, я там вчера водку нашел, прикинь, там на перекрестке деньги, водку. Они начали говорить между собой и ушли. Я усмехнулась, конечно, мне стало смешно. Я думаю, а кто нашел водку-то? Кто подберет водку? Скажите, вы подберете водку? Вы говорите, а вдруг, значит, а вдруг невинный человек возьмет водку или там деньги? Я у вас спрашиваю, вот вы невинные люди, вы идете, водка стоит на перекрестке. Даже если ты понятия не имеешь о магии, ты возьмешь эту водку? Нет. Почему? Потому что ты не алкаш конченый, ты нормальный человек. Ты возьмешь эти деньги, ты соберешь эти копейки? Нет. Так вот, о чем речь? Невинный человек их не возьмет. Возьмет тот, кто давно уже достоин наказания. Потому что человек, который конченый алкоголик, от которого уже разит, он ничего хорошего людям и своей семье не делает. Следовательно, он лишний в этом мире. Следовательно, он уйдет со временем. Он на себя это берет, а потом сдохнет где-нибудь. Так вот, о чем я хочу вам сказать, что вы когда говорите, а вот если невинный человек или ребенок возьмет, не возьмет ребенок. Ребенка учат, ребенок ничего не подбирай. Ребенок возьмет, ему ничего за это не будет. Если ребенок возьмет, например, монетой. Понимаете, силы разумные, они прекрасно видят, кто должен прийти и забрать. Поэтому по поводу того, что вот не будет ли мне плохо, что я откупы оставляю или я оставляю там, значит, монеты, там скидываю свои неудачи и оставляю, я вам ответила, не будет. Ни один невинный человек там не возьмет. Следующий момент. На кладбище оставленные откупы. Вопрос задают. А если на кладбище дети подберут? На кладбище бывают дети, но они подбирают конфеты, еще что-нибудь, понимаете? Юлия, вас выкинуть отсюда? Вы чем слушаете меня? Значит, как вы мне надоели, господи, пещера, однако. Так вот, если человек взял откуп, то есть он взял откуп, понимая, что это что-то не то, внутренний голос говорил, что это не надо, но он взял. Он за это будет наказан. Но он не будет, он не возьмет по полной программе, по полной мере ту порчу, которая была скинута. Он просто будет наказан, может быть, за температурой, может, ему плохо станет, может быть, рвать, тошнить, чтобы он в следующий раз, просто приученный этим всем, больше этого не сделал. Если человек видит, на земле лежит там вот просто веером доллары, кто-нибудь сможет обойти этот соблазн? Мало кто. Так вот, смертную порчу скидывают на хорошее, огромное количество денег и оставляют. Кто взял, тот на себя это заберет 100%.
Тогда да, тогда требуется помощь мастера, чтобы это все убрать. Будет ли ответ тому человеку, который свою болезнь скинул на случайного человека? Будет. Если человек, который подобрал этот откуп от смерти, невиновный человек, ему обязательно помогут, укажут дорогу, покажут ведьму, которая этому человеку поможет. А тот человек, который это сделал, тот человек получит ответ. Теперь я зарядку принесу и уже перейдем на более серьезную часть этой темы ответов. Секунду. Ой, забыла зарядку. Так, секунду. Так, продолжим. Значит, Алевтина Иванова, я вас сейчас выкину куда-нибудь подальше, если будете дальше вот эту муть здесь гнать. Я не знаю, кто вам что сказал, кто вам чего говорил, что там надо подбирать и делать. Меня вообще абсолютно не интересует, кто кому чего говорил и где. Я сейчас говорю, и вы меня молча сидите и слушаете. Дальше. Когда вы делаете на врагов, то есть вы мстите своим врагам, имеете ли вы на это право? Да. Если вы уверены, что этот человек вам вредит, пусть и спит пока. Если вы уверены, что этот человек вам вредит, и вы просите справедливости против этого человека, если этот человек действительно не прав перед вами, вы ничего за это не получите. Потому что очищать себя, отомстить врагам, вернуть обратно врагам – это не порча, это справедливость, это просьба о справедливости, это разные вещи. Вам не даны порчи, вам мной лично не подарены порчи делать людям. Вам подарено мстить врагам, тем людям, которые вам причиняют боль. Вам подарена защита от врагов. Вам подарено начитать на врагов, чтобы выявились невидимые враги, которые вам делают больно. Доброй ночи. И так далее. Так вот, Вселенная, она справедлива. Если человек перед вами не виноват, но вы его подозревали, до него это не дойдет. Дальше. Вот вы не знаете, кто вам вредит. Вы хотите сделать от врагов. Вот месть от врагов, например, огненная стена от врагов, замечательно работает. И вы говорите, вот я сделала, я просто в шоке. Даже люди, о которых я бы никогда не подумала, они наказались. То есть близкая подруга сломала там ногу, еще что-нибудь. Как так может? Ну за что? Я им ничего плохого не делала. Значит, открывайте мою лекцию «Враги» и слушайте. Не обязательно что-то плохое людям делать. Люди иногда могут вас ненавидеть просто так. Просто потому, что вы существуете и вы есть. Значит, рассказываю такой момент. Чаще всего, вот когда, смотрите, вы стоите, сколько раз было таких случаев, в обувном магазине я стою, покупаю обувь. Девушка купила обувь, радостная, благодарит, уходит.
Через минут 15, пока я там мерила разные, прибегает с подругой. Подруга, значит, говорит: вы что продали? Девушка, вы что продали ей? Вы хотя бы видели, что вы продаете человеку? Они там, а что случилось? Так, верни обратно, значит, обувь им и деньги. Быстро, быстро, мне уже на нервы действует это все. Они, значит, девушка, если вас что-то не устраивает, мы можем поменять на другую. Она, значит, тут же, так, быстро деньги возвращайте ей, все, мы уходим. Та, которая купила обувь, так виновата, улыбается, мол, ну, подруга советует, вроде бы. Я бы не против, но вот видите, как бы. Так, все, быстрее, нечего тут базарить. Она, значит, хватает эти деньги и уходит. Проходит минут 15, я уже оплачиваю. Возвращается эта подруга и говорит: девушка, вот я просто подумала, а у вас есть вот такой размер такой-то обуви? Они охренели, смотрят друг на друга, пошли искать эту обувь. А я была уверена, что она через пару минут, сейчас ее проводит, эту дуру, вернется эту обувь покупать. Вы говорите, за что меня ненавидит? Вот она барашка, она просто баран. Обязательно обычная барашка, которая, скажем так, подчиняется подруге. Да, вроде бы не за что ее, эту бедную несчастную, ненавидеть. Но она ее возненавидела. И я более чем уверена, что она эти деньги взяла, сказала: можно я у тебя возьму эти деньги, мне надо кое-что купить, я потом тебе отдам. И за ее же деньги вернулась и купила такую же обувь себе. А ее заставила отдать обратно. Вы говорите, за что меня ненавидеть? Вроде я безобидный человек. Неважно. Просто за вкус, просто за то, что у тебя там в тот момент были деньги, которые ты можешь купить. Илона, не она дрянь, а дура та, которая с такой дрянью дружит. Так вот, теперь, если когда-нибудь вот эта вот бедная, несчастная, послушная подруга, ну, увидит и увидит, что думаешь, такие боятся, что ли, кого-то? Вот эта вот бедная, несчастная подруга возьмет и сделает ритуал от врагов, да? Вот просто возьмет и сделает ритуал от врагов. И эта подруга, которая ее не долюбливает, завидует, упадет и сломает ногу. Как вы думаете, ей за это будет ответка, как вы переживаете и говорите? А за что должна быть ответка? Что она сделала? Она всего лишь попросила защиты. А силы, прекрасно зная, кто вредитель, дошли и дали по башке. Так вот, когда вы говорите, будет ли ответка, если мы будем там на врагов делать, я вам ответ даю. Вы же не идете целенаправленно делать там на Марию Петровну или там, не знаю, там Ивана Петровича порчу. Нет. Вы говорите, я даже не знаю, кто мои враги. Я просто делаю от врагов. Я просто беру и начитываю от врагов. И те, которые меня недолюбливают, те, которые за спиной болтают, те, которые завидуют, те, которые не хотели у меня ничего хорошего, чтобы в жизни было, они получили. И неважно, кто это был, сестра ваша, родственница, подруга или кто. Так вот, не задавайте глупых вопросов насчет того, а если я верну, будет ли ответка? С чего должна быть ответка? Я хочу понять. Ответ, если вы намеренно портите человека, если вы лезете в его семью, разбиваете его жизнь, и потом этот человек идет и снимает все, что вы навели, или начитали, или через кого-то попросили, да? Вот если вы намеренно поганите человеку жизнь, а человек пошел и против вас что-то начитал, вам ответ придет. Знаете, кто возмущается, когда я выставляю против врагов ритуалы? Начинает писать. Как вы можете? У этих людей могут быть дети. У этих людей... То есть люди, у которых есть дети, могут спокойно делать, что хотят. Потому что у них же есть дети, правда? Ну, давайте всех маньяков выпустим тогда из тюрьмы и скажем, ну, у них же есть дети, родители и так далее, и так далее. Возмущаются те, кто сами твари.
Они, да, они переживают за себя. Они все время говорят, вы такое выставляете, а кто-нибудь возьмет сделать, да пострадают невинные люди. А я говорю, невинные люди не пострадают, не переживайте. У тебя жопа горит из-за чего? Потому что ты себя узнала. То есть человек, вредитель, тот, который способен делать дерьмо другому человеку ни за что, тут же себя узнает и начинает говорить, а вдруг кто-то возьмет, сделает, и невинные пострадают. Вы знаете, вот одно время, когда хотели в школе вести такой тест на наркотики, то есть каждое утро старшеклассников тестировать. То есть они заходят, учитель, значит, к руке подводит там какой-то инструмент. Он, если он пиликает, значит, ребенок принимает наркотики, любые. Курит, может быть, или что. И знаете, кто возмущался? Те, кто знал за своими детьми такой косяк. Когда мне сказали, вы подпишете, там, согласитесь на такой, я говорю, без вопросов. Пусть моего ребенка проверяют каждый день. У меня нет ни страха, ни переживаний по этому поводу. Почему? Потому что я знаю, что мой ребенок это не принимает. Если вам на работе скажут, мы будем каждый день вас проверять на наркотики, вы согласитесь? Я думаю, что все, кто в себе уверен, скажут, да без проблем, пускай хоть каждый день проверяют. Но те, кто это делает, начнут кричать и возмущаться, и говорить, да что такое, права человека нарушаются, кто имеет право лезть в чужие жизни, семьи. Я-то не принимаю, конечно, но меня это возмущает. Зачем вот так вот с людьми обращаться? Вот то же самое происходит здесь. Если мы выставляем против врагов, возмущаются те люди, которые способны делать подлость из-под тишка. И они, боясь расплаты, сразу начинают возмущаться. Помните, когда я выставила лекцию «Год палач»? Что будет с людьми, которые занимают свои должности недостойно? Сколько красиво одетых, представительных женщин написали. Чушь собачья, ерунда, там какая-то дура там что-то несет. Да кто ты такая, чтобы знать? И когда ты заходишь к ним на канал, то есть смотришь их канал или там аккаунт в Ютубе, одета вся из себя чиновница или директор школы или что-то еще. Она возмущается, понимаете? Она возмущается, какое я имею право говорить, что люди, которые занимают свою должность недостойно, вылетят в этом году. А если человек уверен в себе, если человек знает, что у него совесть чиста, он переживать не будет. Мне когда говорят, вы не боитесь, вот год палач, я говорю, нет. В Австралии что случилось? Смотрите, какой жуткий пожар. А много ли людей погибло? Нет. Погибли животные, которых очень жаль. Но, к сожалению, как бы мы ни хотели признавать, природа все-таки разумна. Она, наверное, эту популяцию очистила для чего-то. Вот так было нужно. Страшно, конечно, жутко, жалко живых существ. Но много ли погибло людей при этом? Человек 20. Что такое человек 20, когда горит полконтинента? Скажите мне. Там должны были сгореть по 1000 в день. Но ведь люди остались живы. А кто умер? Понимаете? Бакберген, иди в свой аул, там ишаки тебя ждут, давно заждались уже. Даже вот лежат, уже позу приняли и ждут Бакбергена. Иди давай. Так вот, китайский вирус, дорогие друзья, он, конечно, существует, но он немножко преувеличен. Китайский вирус – это заказ. Для того, чтобы китайцев не пускать в другие страны под предлогом вируса, просто заплатили властям для того, чтобы они эту шумиху создали. Китайский вирус – всего лишь обостренный грипп, и все. Но для того, чтобы китайцев больше не пускать, страны просто по сговору оплатили это дело и создают шумиху специально. Видите, китайцев уже никуда не пускают. Все. Как-то же надо от них избавиться. Вот они придумали это дело. Да. Много гадалок умерло в Испании. Ну и прекрасно. Но я же сказала, что очень много будут помирать всякие самозванки.
Кто-то помрет, кто-то очень много страшного пройдет. Так вот, слово ответка. Давайте проведем итоги. Первое. За то, что вы просите у сил про что-либо, вы не можете никакую ответку получить, поскольку вы всего лишь просите помощи. За помощь никто не бьет. Следующее. Чем китайские туристы помешали. А вы приезжайте в этот Петергоф и посмотрите, как они срут, буквально просто срут, чуть ли не вот в этом Зимнем дворце. Тут же жрут, тут же едят, тут же дети писаются. Чем помешали, там не протолкнешься. Там нормальные люди не могут пойти посмотреть просто элементарно свой царский дворец. Настолько это грязно. Я жила рядом с китайцами, не надо мне рассказывать. У нас студенческое общежитие было, там такая грязища, там такая вонь, там такое, блядь, не дай бог никому. Это мерзость какая-то. С ними рядом находиться нереально, с этим народом. Да, они работают как муравьи, я согласна, день и ночь. Но у них нету абсолютно понятия чистоплотности, чистоты, чего-нибудь. Они просто как табор. Чем же они помешали? Вот приезжайте в Петергоф, и вы увидите, как они срут просто. Срут буквально в Зимнем дворце, срут в парках. Люди не могут месяцами, живя в Питере, просто поехать спокойно посмотреть Петергоф, который несколько километров от их дома. Чем помешали? Везде. Все аэропорты, все как услышат, что китайцы приезжают, делегации, они просто у них аж трясучка начинается. Так. Да они срут, писаются, какают, где попало. Тут же едят, тут же идут прям возле, в этом кафе, возле столиков. И дети там по-большому ходят, и это для них это нормальное дело. Ничего здесь такого они не видят. Потому что они привыкли в своей стране вот так срачи вот так жить. Заходишь в их квартиры, как, блядь, как муравейник. Где кто хочет срет, где что хочет делает, это ужас какой-то просто. И еда, и тут же срут, и тут же этими грязными руками что-то жарят, варят. Собак, кошек, никакого сочувствия, никакой человечности, ничего у людей нету. Да, они сами себя уже скоро сожрут. Так. Я не против туристов, но туристы тоже должны помнить вообще, помнить этикет, какое человеческое отношение, человеческое понимание. И вообще это омерзительно просто-напросто. Люди ничем не брезгуют. Младенцев можно и жарить, пожалуйста, без проблем. Собак без проблем, кошек без проблем, людей без проблем. Да это вообще. Не зря же Чингисхан сказал, я жалею, что не уничтожил Китай. Так вот, ну что значит нам их не понять? А что там понимать-то? Я бы поняла, если бы у них были такие какие-то космические знания, и нам их не понять. А не понять, что они срут прямо в кафе, я и не хочу их понимать. Зачем мне их понимать таких? В музей заходят, там срут, тут писаются. Ну, нам их не понять. А что я их понимать должна? Ну, если я тоже буду срать, как там профессор Преображенский сказал, если я буду вместо того, чтобы оперировать, петь дома хором и мочиться мимо унитаза, у меня тоже настанет разруха. Вот нам их не понять. Высшая раса. И не хочу я их понимать. Да, блин, пошли тот раз с товарищем одним покупать рубашки. Вот не нашли рубашки, значит, в магазине не то, это не то. Я говорю, поехали вот в этот рынок тогда, посмотрим, там может чего-нибудь. Зашли туда, пока он там выбирал рубашки, нас уже покрутили туда-сюда, уже раздели, уже принесли зеркало. Да, они работящие, но немножко чистоплотность должна быть. Зашел мужик, толстый такой мужик, значит,
Пока там мерили мы рубашки, смотрели, этого мужика просто раздели буквально за пару секунд у меня на глазах. Он стоит, сиськи висят, он весь жирный такой стоит. Они ему то это, то это. Уже одели, уже переодели, уже ему брюки подобрали, уже срезали, уже сшили. Ёкало мене. Ну, это вообще... Понимаете, они так окружают, так липнут, так начинают крутить, вертеть. Думаешь, что-нибудь купить, лишь бы меня просто дали выйти отсюда. Ужас. Это возьмите, это белите, это... А вы тебе, а еще хотите вот эти хотите, а вы тебе, а тебе почему, подать 20, 50, а тебе 20, 70. Я говорю, вас можно на карту оплатить. Карта, а ты а сколько хотите, да? Все. Мы вышли оттуда ограблены на 100 уже, это, то, целый чемодан вещей, которые нам нахер не нужно, но мы купили, лишь бы от нас отстали. Молодцы, конечно, я ничего не говорю, это работящий народ, но, блин, ну, немножко чистота тоже не помешает. Да, ся-ся-ся-ся-ся-ся-ся-ся. Да, знаете, когда идет китаянка по мосту, и сзади русский парень. Девушка, девушка, а как вас зовут? Она поворачивается и говорит, Сукасима. Очень приятно, кобель Вася. Вот эти Сукасимы, блин, ну это вообще... Да, вот такие дела. А то спросили, блин, про китайцев, чем они нам помешали. Да они, по-моему, всем мешают уже. Тесно. Их надо на другую планету отправить. На Луну, пускай там живут. Через некоторое время и Луну нагадят, там насрут, и теперь же другую планету надо будет искать. Ой. Да. Все. Так. Давайте-ка про ответку теперь. Да, Китай, халёси, китайся. Китаёзи, халёси. Давайте мне вопросы, я вам отвечу про ответку. Ну ладно, раз не спрашивайте, пока я дальше продолжу. Теперь послушайте, дорогие друзья. Теперь, что касается намеренно наведенных порч. Если человек сам лично у него силы не хватит, если человек с помощью практика, да, пытается испортить жизнь другому человеку. Вы говорите, вот практик, вот я вижу такие работы, я говорю, замечательно сделанная работа. Вы скажете, как, ну как так можно говорить, хорошо сделано, если человеку, навели смерть. Ну, послушайте меня, я говорю как есть. Профессионально хорошо сделанная работа. Не каждый умеет это делать. Многие берутся, ни хера не могут. Теперь, направляется в жизнь человека черная сила. Ну, не черная, неправильно, злая сила, которая приходит и питается его страданием. То есть все время приводит его в страдальческое состояние. Откройте разновидности порч, там я все рассказываю, чтобы по новой не говорить. И что происходит? Вот приходит эта сила, начинает питаться отрицательной энергией человека, доводить все время. Человек ищет помощи. Если человек не виновен, рано или поздно ему помогут выйти из этой ситуации. Вот человек обращается к практику. Практик это снимает. Что делается? Вот когда некоторые говорят, а может возвращаться? Конечно, не может. Это разбивается. Это отрицательная энергия, которая вокруг человека разбивается и просто убирается. И отправляются назад те силы. Так, Надежда Сергеевна, вы в черном списке. Давайте отсюда. Отправляются, значит, те силы, которые сделали, то есть которые пришли, прилипли к этому человеку. Они отправляются к тому человеку, кто сделал. Если человек, который сделал, умер, идут к заказчику, еще раз говорю, не ведьме. Ведьма может делать что угодно. Ей это дано, эта сила, и она имеет полное право это делать. То есть оно не возвращается к ведьме.
оно идет к заказчику. Значит, вот эти силы жрали человека и жили насчет этого человека. Ритуал оберег на детей сделайте несколько раз в году, достаточно. Вот они, значит, едят этого человека и живут насчет его энергии. Если ты его отрываешь, ему нужна энергия. С ними потом. Если ты отрываешь, ему нужна энергия. Он должен чем-то питаться. Он возвращается к тому человеку, кто сделал, к заказчику. Если заказчик помер, возвращается к его детям. Он начинает крутить и вертеть. То есть с большей агрессией, с большей злобой возвращается обратно, начинает есть человек. Если вы снимаете порчу, возможно ли порчу вернуть? Нет, нереально. Если это сильный практик снял и закрыл, поставил защиту, заслон, больше эта порча не возвращается. Потом, будет ли мне что-нибудь, все, хватит про китайцев, сейчас тема не о китайцах. И будет ли мне что-нибудь, если я иду и снимаю порчу, например, да, прошу кого-нибудь или сама делаю ритуалы снятия. Что может вам быть? Человек зашел к вам домой, вор, хочет вас ограбить, хочет вас убить. Вы берете топор, даете ему по башке. Вы виноваты? Нет. И суд признает вас невиновным, если, конечно, там есть достойный судья. То же самое здесь. Зачем вам должно что-то быть, если вы снимаете с себя порчу? Вы не делаете порчу на человека, вы снимаете это. То есть она возвращается обратно. Будет ли ответка за то, что я снимаю с себя порчу? Нет. Не может быть ответки за снятие порчи. Сильные защиты действуют на всю жизнь. Если человек снял один раз, и он сильный практик, больше порчи вам никто навести не сможет. Ни из откуда. Никогда не верьте людям, которые говорят: ой, вам еще сделали, платят практику один раз и навсегда, на всю жизнь. Все. Один раз. Другое дело, если вам еще что-то надо, вы приходите, просите и говорите, оно вам может сделать дальше, как различные, да? Словесные проклятия держатся на человеке до смерти. Если не снять, до смерти держится, может и детям его перейти, смотря насколько это было проклятие сильное. Значит, смотрите, мы сейчас не говорим о проклятиях, мы сейчас говорим о намеренно наведенных и ответах, обратно полученных, да, обратка или ответка. Блять, какую хуйню начали писать? Спросила, вопрос задавайте. Может ли сниматься 38 недель? Что за хер вообще вы начали вот это вот? Идите отсюда, а. Значит, человек недостойно живет и подло ведет себя. Защита остается. Если человек после того, как я сняла у него порчу, идет сам делает какие-то порчи намеренно, порчи. Я еще раз говорю, когда вы делаете от врагов, начитываете или снимаете, вы не говорите, пусть там Василий Петрович помрет или Мария Петровна. Вы говорите, все, кто мне делает зло, пусть наказываются. Вселенная сама, то есть берет на себя ответственность за это. Если вы намеренно кому-то специально делаете, даже если я сняла с вас порчу, а вы решили кому-то пойти сделать порчу, и этот кто-то был не виноват, а даже виноват, пошел, снял себя, вы за это ответите. Ну, купили, что теперь делать? Ваше дело купили, вы захотели. То есть оздоравливается насчет человека, это означает крадник. Крадник здоровья, крадник красоты, крадник чего-то еще. Вы, обычные люди, не имеете права делать оздоровление за счет кого-либо. Потому что потом будет очень жестокий ответ. Вы можете очень резко начать стареть после этого, если человек пойдет и снимет себя. За это может быть ответ, да. Но если вы начали делать работу, и если практик снял это, или вы, например, да, начали хотя бы на время приостановили, человек, который это сделал, получает ответ. Именно поэтому не нарушайте законы Вселенной, не лезьте туда, куда не надо. Вы всего лишь накажите своих врагов по справедливости. То есть просите, чтобы Вселенная наказала тех, кто виноват.
И тогда вам ничего за это не будет. Когда если на человека защита, а ему делают порчу, куда эта порча идет? Эта порча возвращается тому человеку, который делает. Невозможно делать человеку защиту, если человеку помогли и помогла сильная ведьма и закрыла. Теперь, сколько бы ни делали, все это будет возвращаться обратно. Это как ударяется о стену и возвращается назад. Как мяч, понимаете? Мяч вы бьете о стену, она бьет тебя по башке. Она никуда дальше не пойдет. Так вот, если это работа сильной ведьмы, если человека атакует постоянно, то защиту надо обновлять часто. Если человек, то есть если там не очень сильные люди, то одного раза достаточно. Вообще сильная защита ведьмы уже довольно достаточно. Дальше, Кристина, вы и жопой слушаете или ушами? Я же только что сказала, что есть ритуалы, когда не обязательно знать имя человека, достаточно просто делать. Надоели вы со своими критическими днями. 500 раз было сказано, если хватит вам силы, энергии, делайте любой день. Хоть критический, хоть какой. Но если ваша дочь 17 лет имеет такую смелость, что пойти делать, воспитать надо дочь для начала. Уже сказала защиту, вашу мать. Сколько раз можно спрашивать про защиту? Как понять, что на тебя есть порча? Очень интересный вопрос. Идти к практику, вы не поймете это. Вы можете только понять, что вам плохо в жизни. Это не обязательно порча. Иногда бывает, что это печать. Иногда бывает, что это родовое. Вы не можете угадать сидеть, что это. Нет, неправильно поступили. Надо делать как положено. Гости помешали, значит, возьмите и переделайте. У вас не получится ничего. И вообще гостей предупреждайте, чтобы они не перлись, когда не надо. Еще какие вопросы? Чем печать отличается от порчи? Тем, что печать приобретенная. Вы столько смотрите мои ролики, так и не поняли? Печать приобретенная. Это, как правило, идет по роду или до рождения человека. А порча – это намеренное наслание определенной силы, чтобы испортить человеку жизнь. Вот в чем разница. Я тоже не люблю незваных гостей. Я вообще могу дверь открыть, сказать, я никого не звала, сюда не заходите. Как человеку, который не может самостоятельно выйти из дома, сделать откуп после чистки ритуалов? Никак. Силы разумные, они видят, что человек неподвижный, и они не берут с него откуп. С него уже достаточно взято его страданиями. Дальше что? Слушаю вопросы. Нормальным человеком делает чистку, возвращает, что нагнали обычно, хорошее все делает ритуалы на благо себе, чего, и жить счастливо. Ну, естественно, да, об этом и так. Фарида Зайдулина. Я не ваша личная гадалка, не ваша ручная ведьма, чтобы сидеть и угадывать у вас порчи или что. Я не сказала, что я здесь угадываю порчи. Я сказала, мне задайте вопросы соответственно теме. Подскажите, что вам делать? Идти удариться башкой о стены или изучать мой канал? Два выбора у вас. Где найти практика, который действительно практик? Ну, извините, но с такими тупыми людьми мне не о чем разговаривать. Если у вас есть мозги, вы прекрасно поймете, где есть практика, где есть просто люди старо. Евгения, вы чем слушали? Задним проходом или башкой? Или мозгами? Пожалуйста.
Опять вопрос, вот эта вот тупорылость просто, ну, зашкаливает. Если 3 года порчи и родников, если бы я возвращаю по имени врага, мне прилетит? Я целый час говорю о том, кто ответит, кто нет. А человек, если я делаю вот себе чистку, мне прилетит? Ну, животный мир, что сказать. Я уже сказала, какие откупы делаются при стихийных чистках. При стихийных чистках делают откупы, делают добро людям, животному миру, природе, еще кому-нибудь помогает, кому тяжело. Вон женщина, которая помогала, например, в благодарность раком больному человеку отправляла деньги. Что страшнее, иметь печать или порчу? Иногда есть люди, у которых есть печать, а потом еще им порчи делают. Нет, нельзя, вопрос насчет сына. Мы не вашего сына тут обсуждаем. Тантрическим сексом могут провести порчу. Наверное, тебя тантрическим сексом зачали, поэтому у тебя мозги высохли быстро. Так, все. Где закопать, значит, сейчас не делайте, пока снег. Порча может держаться много поколений, смотря кто навел. Если это навел сильный человек, если эта порча была заслужена, она может держаться много поколений. Я вам рассказывала, что... Слушайте, Ольга Александровна, до свидания. Надоело на тупости отвечать реально уже. Человек, который нарушает вселенские законы, неважно, у него защита или не защита, чистили его или нет, если человек начинает делать порчи людям, если человек начинает делать гадости людям и делать... Вы что думаете, что если человеку поставили порчу, теперь он может делать все, что угодно, и ему ничего за это не будет? Что за дебилизм? Человеку помогают и закрывают от врагов. Но если человек сам начинает делать подлости, нарушает законы Вселенной, эта защита с него уходит, и он начинает платить, как все люди. Через час мне стало плохо, могло ли эта чистка быть совпадением? Блин, идите в свой аул, идите в свой кишлак, идите. Я уже про чистки столько раз говорила, как человек может либо хорошо себя чувствовать, либо плохо чувствовать, по-разному чувствовать. Я настолько уже устала с этими животным миром общаться. Подношение, если кошка покусала, ну ничего не будет плохого, потому что уже эти, то есть эта еда, эти продукты, они обесточены. Ну, постарайтесь, чтобы больше такого не было. Но если она все время угощает вас фруктами, и после этого вам плохо, а ей хорошо, и у вас мозгов нету понять, от чего это, тогда у меня нет слов. Если вы чувствуете после угощения, что вам плохо, нечего брать угощение, не ешьте. Сухая зима без снега, да. Чуть-чуть идет, а потом заканчивается. Да, это возможно. От начиток от алкоголя возможно. Я не хочу эту тупость больше читать. Месяцами от чисток плохо не бывает. Вам надо к врачу сходить, а не сидеть и валить на какие-то чистки. Чего? Вы вопросительные знаки где, блядь, учились ставить? Все в одну кучу, блин, свалили, иди понимай, что там сказано. Сын пришел в армию, сейчас попал в медчасть, проблема с ЖКТ сложно, сейчас не делать, ничего не помогает. И может быть, как помочь, спасибо. Все, до свидания, идите. Идите, поговорите с комбатом, он вам скажет, как помочь и что делать. Я вопросами армии не занимаюсь. Оборона это не мое. Смотря какая порча сделана. Если сделана порча, чтобы вся семья умерла друг за другом, есть такая порча разруха, то вполне так. Значит, насчет того, что может ли перейти детям. Я вам уже говорила, что в Дагестане украли девушку, и, значит, она родила ребенка.
ребенка отобрали и ее выгнали. То есть им нужен был ребенок, у него жена не беременела. И ни в какую они ходили туда-сюда, ребенка не отдавали. И она пошла повесилась. И после того, как это случилось, мать, значит, отомстила, пошла к ведьме и сделала определенные проклятия на весь род. Так вот, уже сколько поколений у них дети не рождаются, у них просто вырождается род, собственно говоря. Можно сказать, что она сделала что-то плохое, и ей за это придет? Нет, она справедливо отомстила, она имеет на это право. Так что есть проклятия, которые заслужены, они могут пройти из поколения в поколение. Слушайте, нарушил закон, потом осознал, раскаялся. Вы не в церковь пришли и не к батюшке. Чего? Если больше сделано мать, может ли пострадать ребенок? Может, вполне. И об этом уже сказано. Мы сейчас не о разновидностях порч говорим. Мы говорим об ответке. Вас интересует вопрос-ответ. Когда можно получить ответ, а когда нет. Когда ты прав, когда нет. Вот об этом и говорите. Будьте добры, Ирина, не лезьте сюда со своими 5 копейками. Я сама объясню. Ваш комментарий здесь не нужен никому. Еще есть вопросы насчет ответок? Итак, ответ получает только тот человек, который намеренно вредит. Во всех остальных случаях человек просит помощи, получает от сил помощь, отдает энергии счастья, ему больше еще приходит. Человек мстит врагам, и он имеет на это право. Человек снимает с себя порчу через практика или самостоятельно, смотря насколько она сильная, имеет на это право. И кто пострадал, тот был виноват, и человек за это отвечать не будет. Человек, не зная своих врагов, просто делает ритуалы очистки, и уже враги страдают, и ответ за это получать не будет. Вот мы сейчас будем сидеть и расшифровывать ваши свечи, почему, как куриные лапы делать. Могут ли на обувь делать? Анна, все, кидай всех в черный список нахер. Потому что я сказала, здесь не разновидности порч. Здесь говорится о том, за что я могу получить ответ, а за что нет. Личный защитник может быть не у ведьм. Например, долго проведение русского мужчины средних кидаю в черный список. Потому что я уже говорила о защитниках и рода и прочее. Вот здесь вы мне. Чего? После просмотра ваших ритуалов на сколько раз один, не проводя его, нужно делать откуп. Блядь, твою мать, спасите меня все. Нужно ли делать откуп, если человек посмотрел мой ритуал по телевизору? Надо ли делать откуп? Или не надо? Ух. Держите меня 7. Мне сегодня одна женщина написала внизу. Скажите, пожалуйста, а мне надо, она можно переписать, провести или достаточно смотреть, чтобы у нас получилось? Я ничего не ответила, я даже ее не убрала, потому что у меня началась буквально трясучка, истерика. У меня аж руки затряслись, думаю, твою мать, а женщине 60 лет. Скажите, пожалуйста, а вот если я через стекло на хлеб посмотрю, я наемся или мне обязательно надо его съесть, чтобы я наелась? Вот скажите мне, пожалуйста. А вот скажите, пожалуйста, чтобы забеременеть, мне надо с мужиком спать или достаточно на его член через стекло посмотреть, и я забеременею? Ну вот правда, вот выводите уже вот здесь. Сука, ну сколько можно, а? Могут и пишут. Ужас просто. Это логичные вопросы вообще. Если я посмотрела, я должна откупаться. За что откупаться? Ты смотришь. Вот поэтому таких тупых куриц и разводят в фермах просто. Вот в куриных фермах. Вот я сейчас снимаю порчи, давайте мне деньги, я уже вас сняла. Значит, люди считают, что достаточно сесть, посмотреть, как там кто-то снимает порчи. Одна там, вот капаю, вот чувствуется, что по ту сторону экрана вот люди плакали, очень переживали, вот, ну, видно, вот
вот, да, и все пишут, ой, точно попала, я переживала очень, вот честное слово. Покажите мне одного человека, который в своей жизни не плакал никогда, не переживал и никогда не нервничал. Покажите мне такого человека. И курицам говорит еще одна курица. Вот я вижу, вот воск капает, видите, как она капает? Вот я не поняла, как он там капал. Обычный воск просто капает. Ой, вот я чувствую, что по ту сторону вот переживали, вот есть, значит, по ту сторону вот, вот из сидящих кому-то вот денег вечно не хватает, вот, значит, работа не нравится, вот, ну вот видно вот прямо, вот, точно, точно, вот денег не хватает, работа не нравится, вот прямо, вот, вот эти вот курятины, вот они, вот эти вот, которые говорят, вот, мне обязательно надо, значит, да, и вот нагоняет на нее Воронов, кто-то вот тут уже пишет. Мне обязательно, говорит, надо переписать или достаточно послушать. Я поэтому говорю, а вам, чтобы забеременеть, обязательно надо сексом заняться или достаточно на член посмотреть, и все хорошо уже будет? Вопросом на вопрос отвечаю. Скажите, обязательно или нет? Просто интересно мне. Знаете, когда приходит пара к врачу, уже рассказывала, доктор, мы все делаем, ну все, что возможно, вот не можем забеременеть и родить ребенка. Ну вот уже все испробовали. Врач говорит, а сексом заняться пробовали? Вот теперь то же самое. Вот я все сделал, но у меня ничего не меняется. А ритуал делать не пробовали, нет? Вот то, что все вы сделали, вот, а ритуал пробовали делать? Ой, давайте закончим, а то мне опять станет плохо. Ей-богу, уже я не могу от этой человеческой тупизны. Мне надо или отключать этот форум, или что-нибудь еще, потому что, ну, я чувствую это реально. Может, правда, каждый раз делать для детей сначала. Поговорите, как положено, а потом включите, пишите, что хотите. Ну, задолбали просто. Вы только послушайте, что пишут взрослые бабы. И вы удивляетесь, откуда такие дураки. Еще говорят, вот мой муж там меня бросил, значит, уходит, понимаете? Да я бы на месте вашего мужа вообще бежала бы, я не знаю. Виктория Скрипкина, все, или как там у вас, вы в черном списке. Здесь не разновидности порч мы обсуждаем. Здесь я говорю о том, за что вы несете ответ, за что нет. Слово ответка объясняю вам, за что вы можете нести ответственность, а за что не несете. Чтобы вы, то есть, поняли, да, внести ясность. Понимаете? Разновидности порч я уже снимала. Откройте, посмотрите, там все сказано. Как бывает, что делают, как разбивать семью. Да про все уже рассказано. Вы, еще раз говорю, вы каким местом слушаете, люди дорогие? Люсине, я вас сейчас тоже кину в черный список, если вы дальше продолжите эту хрень сюда выкладывать. Просто выкину в черный список. Просто выкину, ладно? Фу ты, блядь. Все, хватит. Давайте, а. Беременным, смотря чем заняться. Сильные чистки можно провести, но не все, под руководством ведьмы. Все подряд нельзя. Ай, блядь. Все, давайте, а. Все, до свидания. Все, я такая грубая хамка, нехорошая женщина, с вами прощаюсь. Бляха-муха. С вами реально, с вами только вот дубинкой ходить и бить по башке каждый раз. Это... Фуф. Как же вот здесь уже все. Все. До свидания. Всем удачи.